В этот раз мы побываем на руднике с длиной ствола около 400 метров. Увидим работу самоходной техники, спустимся на горизонты добычи, где бункируют вагоны рудой. Побываем на объекте гражданской обороны, покатаемся на подземном электровозе. Зайдем на пост управления подъемных установок и осмотрим, как по стволу скипом доставляют на поверхность руду. Пожалуйста, зарегистрируйтесь. Наш спуск под землю начинается с инструктажа ПТБ и получения самоспасателя с фонарями. На горизонте плюс 215 метров мы пошли до электровоза, который должен нас доставить к Лети. А где самое шикарное место? Спереди или сзади? Водителя, наверное. Водителя? Жалко, я не водитель. Оба, я с тобой. Солнышко, давай. Чё ты же вот такие бежали постоянно? Почему я залезла? Я лазю с таким количеством барахла. Загрузившись в вагоны, мы двинулись в путь. Но буквально через несколько минут наш вагон сошел с рельс. О, палево. Можно выйти? Максимальная скорость. Что, такие тяжелые? Все, приехали. Саня, выходи, ну нормально. У нас тут на самом начале сход с рельсов. Вот. Сейчас встанем на рельсы и попрем. Общими усилиями поставили вагон на рельсы и поехали к Лети. По пути заехав в скиповую, оттуда ведется управление скипами. Шахтная подъемная установка имеет два скипа объемом 1,5 куба каждый. И работают они по челноковой схеме. Простыми словами, пока один скип поднимается наверх, второй в этот момент опускается вниз. Далее мы дошли до клети и, загрузившись в нее, начали опускаться по стволу вниз рудника. Замок. Тут это руддворы на каждом горизонте. На каждом горизонте оборудован электронный замок. Без него не откроется. И также, пока не закроют дверь, клеть не двинется. Проходите. Мамо. Ствол шахты клетевой служит не только для подъема-спуска людей, а также для спуска материалов и оборудования. Сечение ствола 3,5 на 3 метра. Ствол пройден с горизонта плюс 215 до минус 185 метров под землей. Ну, я думаю, что это понятно. Да, все понимают. Кого?
Далее мы попали в блок мастерской для обслуживания и мелкого ремонта вагонеток с балкой и талью. Такие мелкие ремонты где-то сюда подремонтировать, сюда загоняют, и здесь ремонтируют. Здесь типа чайку попить, отдохнуть, да? По пути встретили шахтный электровоз и двинулись к опрокидам. Здесь руду сбрасывают на нижний горизонт, и оттуда она далее поднимается на поверхность. Пройдя по горизонту несколько развилок, было помещение насосной для откачки грунтовых вод. Этот горизонт был сильно обводнен, что замедляло наше продвижение по нему. По пути встречались брошенные вагонетки. Далее встретили передвижной понижающий трансформатор, который передвигают по рельсам. Еще немного пройдя, мы попадаем в забой, где стоит шахтная бурильная установка. Так же, как и в руднике Николаевском, что вы смотрели в прошлом видео, этим станком бурят шпуры для закладки взрывчатых веществ и дальнейшем подрыва породы. Идя по спиральному спуску, мы спустились к рабочим забоям, где ходит погрузочная техника. Опустившись на очередной горизонт, мы встретили вагонетки, стоящие под дозаторами, где велась погрузка руды. Какой у него зарплата? В зависимости от количества времени отработанного, в зависимости от того, что он делает. Ну, в среднем. В среднем, ну, около 100 тысяч. Около 100 тысяч, да? И снова мы встречаем бурильную установку в одном из забоев. Видео. Спускаясь по спиральному спуску, мы встретили ту самую погрузочную технику. Это был самосвал «Сандвик», компактный подземный грузовик грузоподъемностью 15 тонн. Ну и как же не поковырять камней в одном из забоев? Кто-то даже прихватил кирку. О, камни. Да куда копать тут? Херачить надо. У тебя каска чего? Серж, дай фонарь, пожалуйста. Некоторые минералы очень красиво светят под ультрафиолетовым фонарем. Нечетко. Ну, когда я гляну. Ну прикинь, Каша, я резкий с молотком. Контент получается. Давай, Серега.
Просто. А с виду еле держится. Далее мы пошли по горизонту, встречая на своем пути брошенные вагонетки и оборудование. Встречаем ржавый электровоз и какое-то депо с техникой. Вся эта техника и электровозы питаются от электричества напряжением 380 вольт, которое проходит под потолком. Называется троллей. Нужно быть максимально аккуратным, чтобы не зацепить его и не получить удар током. Ну и вот, наконец, мы вышли к Лейти, чтобы подняться на горизонт выше по стволу. Хоть и меньше лететь, но приятного мало, хорошо метров 50. Юка лошматит, говорит, знаете. Все помнят про сломанные колени. Так вот я сижу в положении. Будет показатель, как вагон. Поднявшись наверх, мы пошли смотреть, как движутся скипы с рудой. Сейчас вот они меняться сейчас будут. То есть один вверх пошел, второй сейчас вниз. Нет, второй вверх пошел. Где там? Нет, 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 какой еще? Может, подойдет. Далее мы попадаем в электровозное депо. На горизонте 205 метров. Ну и самое интересное, что нас ждало, и как будто не было запланировано, но нам повезло. Мы попали на бункеровку вагонов думкаров рудой в бункерной штольне. Сам процесс погрузки руды. Здесь у нас не Бродвей. С бункеров-накопителей руда через огромные дозаторы сыпается в думкары и далее тепловозом вывозится на фабрику.
Самое эпичное, что по пути, где электровоз проходит под дозаторами, нету троллея для питания электричеством. И тогда машинист вручную запитывает электровоз огромной палкой с контактным проводом. В этот момент, стоя в резиновых сапогах почти по колено в воде. После загрузки мы зашли в то самое депо, где обслуживают эти электровозы. Это чисто на ремонте, да? Ага. Договорившись с проводником, мы, частью группы, выдвинулись к объекту гражданской обороны, убежищу на 5000 человек. Спустившись по ходкам между горизонтами, мы пошли к выходу бункерной штольни, по пути зайдя в вентиляционный канал. А какая здесь самая низшая точка? Мы сейчас на 205-м горизонте, плюс 205. А, Где вот сейчас были сверху, там плюс 15, 215. ага. То есть, а вниз это, короче, минус 185, если по плити вниз. Убежище на 5000 мест. Вот вентканал есть. Давай в вентканал зайдем, посмотрим, что там, если хочешь снимать. Что хотите посмотреть? Ну, я не знаю, нас интересно.
Да. Гражданская оборона. По краю, идите по краю. Да, я по краю тоже хорошо. Судя по размерам, это остатки от убежища, а само убежище было списано и распилено много лет назад. Есть тут самые ворота. А, с той стороны, да, которая? Да, которые я спускал. Слушай, что каких 5000? Это бред. Это какой бред? Не 5000, бред. Вообще не 5. Вернувшись по ходку на горизонт, мы двинулись к штольне Капитальной, которая выходит наружу и также служит для доставки людей, материалов и оборудования. По ней проходит откатка горной массы и подача свежего воздуха. Штольня Капитальная является основной вскрывающей выработкой. В ней находятся камеры подъемных установок с киповой и клетевой, а также склад взрывчатых материалов. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами были «Пойди и проверь». До скорых встреч. Пока. Где он? Фотограф. Где фотограф? Это вот у нас называется площадка. Вот это вот мехцех. Там тоже площадка. Вот с улицы он щелкнул, вот, вон, сей батот и щелкнул.